快不够了！在元气赶来前，杀死他们！我和武官魂王，一个6学院在校学生，谁这么大胆？我受不了了，只有你能碰。 Хуэйхао и Ван Дуна подстерегали убийцы, посланные Дайхуабинем. Это сильные мастера 50-х и 60-х рангов. В трейлере видно, как эти мастера с 5 и 6 кольцами жестоко преследуют Хуэйхао и Ван Дуна. Следующая серия будет крайне интересной. От жестокого убийства Хуэйхао до травмы Ван Дуна, властного спасения Ма Сяотао и даже ярости Ян Шаоджэ в конце. Произошла череда захватывающих событий. По сюжету Хуэйхао и Ван Дуна преследовали 6 мастеров, а за этим наблюдала госпожа Линь в стороне, желая своими глазами убедиться в силе Хуэйхао и ценности, которые он принесет. Итак, побывав на аукционе и приобретя несколько ценных сокровищ, Хуэйхао и Ван Дун вдвоем тихо и мирно возвращались в академию. Однако на обратном пути они попали в засаду, устроенную 6 мастерами, 5 из которых были духовными королями выше 50 уровня, а 1 был императором 60 уровня. Все были полны убийственной ауры, и на первый взгляд они были рождены убийцами. Хуэйхао сразу заподозрил что-то плохое, и ледяной шелкопряд вовремя обнаружил засаду. Хуэйхао и Ван Дун поняли, что им не сравнится по силе, и у них не было другого выбора, кроме как решительно бежать. Ван Дун и Хуэйхао, естественно, видели кольца этих убийц. Они понимали, насколько эти могущественны. Оставаться и сопротивляться означало бы рисковать жизнью, поэтому они стали убегать. Ван Дун немедленно активировал дух богиню Бабочку и быстро улетел вместе с Хуэйхао на своих крыльях. После им не оставалось ничего другого, кроме как послать сигнал бедствия. Видно, как они спешат к воротам Академии Шрека, ведь именно здесь они будут в безопасности. К сожалению, убийцы Дайхуабиня – опытные мастера. Они быстро догнали юных учеников, и в этом моменте Ван Дун был ранен этими убийцами. Он мог бы оставить Хуэйхао и сбежать, ведь целью этих убийц был не он. Но чтобы защитить Хуэйхао, Ван Дун фактически рисковал своей жизнью и использовал свое тело, чтобы защитить его от вреда. В конце концов, Ван Дун был ранен. Хотя Хуэйхао винил себя, он также решил сдержать убийц, чтобы выиграть немного времени и дождаться прибытия подмоги. Увидев сигнал бедствия от Хуэйхао, 6 преследователей сразу же ускорились. И это был сигнал бедствия для учеников внутреннего двора. Они решили избавиться от Хуэйхао до прибытия спасательной команды внутреннего двора. Однако первой, кто прибыл на место происшествия, была госпожа Линь, старейшина павильона морского бога и обладавшая силой титулованного 97 уровня. Хотя у госпожи Линь была возможность устранить этих 6 убийц, она предпочла стоять в стороне и молча наблюдать за битвой. Она хотела своими глазами увидеть, насколько сильным был Хуэйхао, который заинтересовал всю Академию и даже главу. Достоин ли он быть ключевым учеником? И в целом проверить его. Любят эти учителя тянуть до последнего и вмешиваться лишь в крайнем случае. Факты доказали, что сопротивление Хуэйхао и Ван Дуна было образцовым. Столкнувшись с атаками 6 сильных экспертов, они продолжали уклоняться от атак противника и даже использовали навык слияния боевых душ «Золотая дорога», чтобы заморозить одного из них, мастера с 6 кольцами. А потом Хуэйхао использовал навык духовной кости от ледяной императрицы возрастом 400 тысяч лет, чтобы контролировать 3 других убийц. Однако из-за этого духовная сила Хуэйхао была исчерпана, и он начал падать с неба. Несмотря на это, Хуэйхао сказал, что отомстит лично, и целью мести, естественно, будет Дайхуабинь. Он догадался, что нападение убийц организовал Дайхуабинь. Не представляю, что теперь сделает Хуэйхао с ним, ведь он реально чуть не погиб здесь. Потеряв все силы, Хуэйхао и Ван Дун находились в кризисе, но госпожа Линь все равно не пришла на помощь. Спасти Хуэйхао и Ван Дуна поспешил совершенно другой человек. Кто это может быть? Верно, это Ма Сяотао, огненная девушка с духом злобного феникса, потомок Ма Хандзюня. В критический момент с неба спустилась фигура в ярости и властным образом пришла на помощь соученикам. Ма Сяотао – гениальный ученик из внутреннего двора Академии Шрека. Она увидела, что убийцы преследуют учеников ее Академии. Она пришла на помощь и в гневе выпустила злой огонь. Ма Сяотао использовала свою силу, чтобы мгновенно уничтожить 6 преследователей. Но поскольку она была так разгневана, то не оставила никого в живых, и, к сожалению, все улики тоже были уничтожены. Да, Ма Сяотао, чуть выше 60 ранга, с первоклассным духом Фениксом, моментально расправилась над убийцами. Как только она запустила дух злого огненного феникса, пламя стало непреодолимым, и волна жара накатилась. Хотя эти убийцы были очень сильными, они были никем по сравнению с ней. Ян Шаоджэ и другие также бросились на место происшествия. Старейшина Линь приказала Ян Шаоджэ тщательно расследовать это дело и найти настоящего виновника нападения на Хуэйхао. Однако на этих убийцах не было ничего, что указывало бы на их личности, и не было никакой возможности узнать, кто за ними стоит. Доказательств не было,
Поэтому в конце концов коллегия ничего не сделала Дайхуабиню, но Хуэйхао знал, кто был виновником. Можно сказать, что он с Ван Дуном чудом избежал смерти, благодаря своевременному спасению Ма Сяотао. Она сопроводила их обратно в Академию Шрека. Никто не ожидал, что кто-то осмелится напасть на студентов в их академии. Что ж, серия точно будет жаркой и очень интересной. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, что сделает Хуэйхао с Дайхуабинем после такого. Подписывайтесь на канал и всем пока.